Вчера было 85 лет Ширвинту. Ну, знаете, да? Кстати, Чурикова вчера упала куда-то со сцены. Они все умереть на сцене хотят. Понимаете, вот в 90 лет, чтобы он умер на сцене. Но вот сразу не удается, падают, потом умирают. Так вот, 85 лет было Ширвинту. И его спросили, он вообще с юмором человек, какой у вас сейчас самый любимый анекдот? Он ответил: если российскому политологу отрубить голову, то она еще полчаса будет говорить об Украине. Блестящие. Так что мы сегодня об Украине говорить не будем, а будем говорить о более серьезных вещах. Ладно? Договорились? Так что, знаете, полчаса голова отрубленная будет говорить об Украине. Это наши политологи. Они уже где-то лет 5-7, да, все об одном и том же. Как цепные псы. Теперь они уже просто лают, потому что надо лаять. Их уже замучили. Да, отвлекать трудящихся от действительно серьезных вещей. Вот то, что происходит. Ведь же национальная катастрофа, то, что сегодня на севере у вас, Байкала, затоплено столько. 30 тысяч людей остались вообще без ничего. И вчера по федеральному каналу открыто сказали, показав эти вырубленные лесные массивы, там пустыня просто, что 60% влаги забирали деревья. Теперь этих деревьев нет. Значит, в сезон дождей и в годы, когда, в общем-то, осадков больше, чем полагается, будет затапливать эти места обязательно. То есть это национальная катастрофа. Это бандитизм, по-моему, узаконенный. Да. Это мое мнение. Это не об Украине, а вот о том, что у нас происходит, понимаете? Вчера по федеральному каналу это показали, наконец-то сказали. Да, это неправда. А то там, Это неправда. Неправда, да? Неправда. Разжигают. Знаете, разжигают. Кто и что? Ну вот наши чувства с вами. Нет, наши Так чувства... как по Украине, мы сейчас будем о другом говорить. Я говорю о тех жителях, которые вообще без всего остались. Это трагедия. У кого ни автомобилей, ни животных, ни приусадебного участка, у кого и документы уплыли. Вот давайте, решайте. А по 10 тысяч мы вам зубы не успели дать, сказал Мутко, который на Олимпиаду мутил из-под наш. Не успели, говорит, дать. Путин надо дать, дадим. Это я просто о внутренних наших делах, они у нас есть проблемы-то. Еще какие. Но не нам их решать, как говорит, Господь Бог разрулит. Так что давайте мы делом заниматься, мы должны заниматься тем делом, ради которого вообще люди пришли на эту землю. Потому что самый закрытый вопрос, который вообще не обсуждается никогда, хотя у многих где-то там шевелится этот вопросик, у тех, кто кое-что соображает. А вообще для чего люди-то завелись? Смысл существования наш? Чтобы родиться, получить удовольствие, у кого получается их получить, обогатиться, потом тратить оставшееся время жизни на лечение, потому что за удовольствие надо всегда платить, и умереть. Вообще бессмыслица какая-то. Венец творения вдруг вот так вот. Такого ж не бывает, не должно быть. Или вы с этим смирились? Если смирились, то ради Бога, живите. У меня не получилось с этим смириться. Я, наверное, революционер. Революционер духа, не политический. Потому что политика – это нечто, что во всяком случае в ведении Господа Бога, я так понимаю. Ему важно держать в эволюционном поле напряженность, знаете, чтобы была напряженность, и баланс, чтобы эта напряженность не зашкаливала, чтобы система как-то не схлопнулась. Вот у него сложная задача. Представляете? Потом блоки, противодействия, партии, все это в ведении Господа Бога. А люди, как инструмент, находятся всегда. Понятно? Наша задача не участвовать в этих политических мероприятиях, а понимать все происходящее. Вот и все. Понимать, видеть и выполнять главную задачу. Если эволюционное поле будет плодоносить,
Господь будет нам благоволить. Но плодоношение пока скудное, вы бы еще теоретики, наверное, в большинстве своем, да, только слушайте, молчать еще не привыкли, молчать по-настоящему, чтобы стать проводниками той силы, которая действительно сможет что-то изменить кардинально. В стране, в частности. В вашей жизни уж точно совершенно. Понимаете? Вот хотелось, чтобы вы вняли моим рассуждениям о не Украине. И сегодня начнем, да? Наш скорбный труд. Начнем? Сейчас я достану шпаргалку, разложу все, а вы посидите пока, отдохните. Так. Это два письма, которые меня порадовали. Так. Наверное, с них и начнем. С писем, которые меня порадовали. С писем трудящихся на эволюционном поприще. Или начинающих трудиться. Молодая женщина из Казахстана. Я увидел в Новосибирске, она мне рассказала, что у нее дела на эволюционном поприще идут нормально. Я просил ее написать, что такое нормально. Она мне написала, прислала по электронной почте. Я почитаю ее письмо. Здравствуйте, Александр Васильевич. Я из Казахстана. Живу в Павлограде с мужем и двумя пожилыми родителями. На путь духовной эволюции, сознательной духовной эволюции, встала в январе 2018 года. Вначале прочитала 2 книги в электронном варианте, она казашка, так как не нашла их в наших книжных магазинах. Это ваша книга «Свобода от смерти», книга Сатпрема Шри Аурабинда или «Путешествие сознания». А позже практическое руководство прочитала по реализации пути сознательной духовной эволюции. Это то, что выставлено на нашем сайте, это в основном книга «Рождение в духе». Да? По сути, это книга «Рождение в духе», где практическая часть представлена. То есть она не имела книг живых, вот по сайту, по с электронными средствами, то есть она нашла для себя вариант реализации пути. Начала работать. Кратко опишу, чего я добилась на сегодняшний день. Вот спустя год после того, как она начала работать. Серьезно начала работать. Прежде всего, выработалась смелость, пишет она. Пропал страх окончательно. Я была очень рада этому. Внутри теперь такое непоколебимое состояние спокойствия, когда трудно меня вывести из себя, как будто поменялся характер. А ведь в прошлом я была эмоциональным и крайне неуравновешенным человеком. Вообще это свидетельство о духовном рождении. Там дальше будут еще подтверждения. У нее это произошло очень мягко и, по сути, естественным путем. Представляете? Исчез страх. Страх исчезает, когда страх смерти пропадает, когда выходит на первый план истинная сущность, которая знает, что она всегда была, есть и будет. А так вы все время же боитесь, когда эго на первом плане у нас. Эго боится умереть. Да нет, говорит, я не боюсь умереть, я боюсь заболеть, быть немощным, там еще каким-то. Это все психологические страхи, которые от страха смерти проистекают. Понятно? Нет страха смерти, значит жизнь начинается заново. Многие проблемы, которые связаны с этим страхом, страхом конечности существования, не просто перестают быть, их нет. Это победа, а? Да. И потом это не возвращается уже. Вот, это первое. Активная медитация. До сих пор я практикую активную медитацию. Ум вроде бы молчит, но иногда я начинаю сама с собой разговаривать. В этот момент начинаю молчать умом, и все останавливается, растворяется. То есть она четко ловит себя в периоды, когда ум молчит, и когда она начинает вступать с собой во внутренний диалог. Все, понимает, все, закончили.
Ум-то нас втягивает вот в изнурительные беседы, в полемику, да? Внутри нас как бы 2 или 3 человека отдельных между собой спорят, там, соперничают, навязывают нам что-то. Это наша структура, витальное, ментальное и физическое тело. Они между собой всегда конфликтуют. Вот каждый человек несет в себе 4 составных части. Вот вроде анатомия эзотерическая. Витальное тело, тело эмоциональное, да, тело желаний. Ум наш критичный, пугливый, страшный, ужасный, болтливый. Да? И физическое тело со своими запросами, своими проблемами. Мне холодно, как бы не заболеть, ой, там это плохо, все ужасно. И наша истинная сущность, которая молчит. Ей заткнули рот наши, эти самые громкоговорящие составные части, которые мы называем собою. Это наше эго, ментально-витальное. Это вроде как мы. На самом деле к нам это имеет, к истинным нам, имеет совсем маленькое отношение. Это то, что затмевает нашу истинную сущность, не дает ей проявиться. Понятно, наверное? Это коротко об анатомии эзотерической. И когда пропадает страх смерти, и когда ум молчит, при условии молчания ума, там и эмоции притухают, да? Тогда истинная сущность выходит на первый план, и она все видит, все понимает, все оценивает, без всяких полемик. Вот она очень следит за тем, чтобы ум до времени не вмешивался в работу вот той силы, которая в нас совершает эволюционную работу, только когда ум молчит. Вот мне сейчас сложно заставить ум работать, чтобы принять какое-то решение. Я не понимаю, как это сделать. Вот я его не могу включить. Вот надо принять какое-то решение. У меня в этот момент либо есть решение уже, либо его нет. Если нет, значит будущее не сложилось. Вот очень интересный такой момент, потому что будущее у нас всегда проецируется из настоящего. Если оно не сложилось, и нет спонтанного ответа, что делать, вернее, если оно сложилось и есть спонтанный ответ, что делать, надо это делать. Но когда есть неопределенность, ум молчит, он не может искусственно решать эту проблему, вот какие-то варианты, я говорю о своем сознании, он не включается. Поэтому если у вас, коль вы следуете по пути сознательной эволюции, ум немножко так приостыл и приутих, и если надо решить какую-то проблему, не торопитесь ее решать умом. Сделайте паузу. Решение может прийти неожиданно и спонтанно. Это тихо приходит изнутри. Но это практические советы. Я просто говорю из опыта, личного опыта, потому что он у меня есть. Уже 29 лет я все-таки на пути. Представляете, 29 лет будет с момента, духовного рождения. На самом деле это срок, наверное. То есть есть опыт проживания в новом качестве. Опыт проживания в новом качестве, где-то 25 лет еще работая на государственной службе, расследуя тяжелые авиационные происшествия, и сейчас я еще этим занимаюсь, потому что за неимением того, что было когда-то в той системе, когда я работал, ко мне обращаются. В течение года я писал 10 заключений по всяким разным катастрофам и происшествиям, которые произошли за этот год. И вот эти 2 последних тоже у меня сейчас они висят, я приеду и буду по договору заканчивать вот эти работы с катастрофой в Шереметьево, где погиб 41 человек, и в Нижнеудинской катастрофе, вот здесь, которая была Сан-24. Тяжелая была, тяжелая ситуация, в которой оказался экипаж в Нижнеудинске, очень тяжелая. Так что я имею опыт и практический, жизненный, и духовной. Поэтому, наверное, трудно меня к каким-то отшельникам отнести, которые сидят где-то на горе и вещают там из истины, этим глупым людям, чтобы они в дураках не остались. Как мать говорила, эти всякие учителя, йогины, шаманы, они сидят, и для дураков, тех, выше которых они на своем троне, они такие душеспасительные беседы ведут.
Мы психотерапией не занимаемся. Давайте заниматься делом. Наверное, самое главное все-таки сознательно эволюционировать. То есть выполнять ту главную задачу, ради которой человечество вообще на Земле завелось. Просто человечество должно приносить духовные плоды. А куда их приносить? На тонкий план бытия, ребят. С телом вы обязательно расстанетесь. Но здесь, в этом физическом теле, заложена та квантовая структура, сейчас много говорят о квантовой, подсказывайте. Квантовый компьютер изобретают. Квантовый компьютер, который будет быстродействовать и феноменально там решать какие-то задачи. Вот эта структура суперквантовая, наверное, выше, чем, так сказать, квантовая, это наше сознание, которое в нашем физическом теле внутри просто заложено в основе. То есть все этапы эволюции духовной, они заранее заложены, они запрограммированы в нас, в нашем смертном физическом теле. И вот та сила, которой мы открываемся, она способна пробудить эту структуру. И, соответственно, тело физическое обязательно перестанет существовать. А вот вы, как божественная индивидуальность, уже не как эгоистическая индивидуальность, не как духовная индивидуальность, как божественная индивидуальность или суперличность, как хотите, но не эгоистическая. Она должна существовать без потери памяти и индивидуальности. Вы можете в это верить, можете не верить в это. Это ваше дело. Это ваше личное дело. Но это можно легко проверить, легко, если вы действительно озабочены тем, ради чего вообще сюда пришли. Если вы не озабочены, а хотите просто поразвлекаться, в духовные игры поиграть, играйте. Играйте. Как форма развлечения. Поиграйте, потом чем-нибудь другим займетесь. Так бывает. Много сейчас развлечений на эти темы. На духовные, псевдодуховные, магические, шаманические, еще какие-то. Играйте. Я в свое время не играл ни во что. К счастью. Я сразу туда, куда надо. У меня так получилось. Лекарство не помогло, знаете о лекарстве, о котором я говорю. Единственное лекарство в советское время, наркотиков еще не было, алкоголь был. Не помогает, без толку. Не приводит к результатам нужным. А вот когда ты понимаешь, ради чего ты пришел на эту землю, когда тебе открываются глаза на смысл собственного существования, тогда ты уже, почти победитель. Ты начинаешь заниматься делом, главным делом своей жизни. Странно звучит, да? Так что активная медитация, она говорит, как только ум меня вовлекает в полемику, я себя ловлю на этом, и все, и опять молчу. Молодец, бдительная девушка, женщина. Ровность. Научилась держать ровность. Стараюсь не вовлекаться в разговоры, избегаю споров, даже просто бесед. Как дома, так и в обществе, на работе. Стараюсь быть просто наблюдателем. Очень полюбила одиночество. Слово одиночество, наверное, уединенность. Быть одной. Вообще великое счастье, когда тебе никто не мешает. Быть одной. Или одному. Это трудно, в общем-то, понять. Я иногда говорю очень остро. Говорю, замечательно, когда ты никому не нужен. Знаете, это вообще счастье. Когда ты никому не нужен. А у нас это ужас. У эгоиста ужас. Как? Я никому не нужен. Как у меня нет любимого человека, или нелюбимым, не с кем поругаться, не с кем поспорить. О чем поспорить? О чем поругаться? Об одном и том же. Вообще спорят и ругаются люди испокон веков на одну и ту же тему. Тема одна. Любишь, не любишь, в разных вариантах. Да? Все беды из любви эгоистической. К деньгам, к пище, к женщинам, к мужчинам, я не знаю. К власти. Из любви.
Это все на принцип любви основан, любой, эгоистической. А любовь, она такая, она всегда должна быть сбалансированной. Насколько полюбил, настолько и пострадал. Это закон. Господь очень хорошо сбалансировал эти две вещи. То, что мы любим, за это надо расплачиваться. За любовь, за любую, к любым предметам. Так вот, за любовь к животным не расплачиваемся. Это действительно знак души, тепла души. Сейчас здесь будет об этом. Ладно, идем дальше. Самое приятное чувство — быть одной, она говорит. Я ее хорошо понимаю. Одной, не просто одной, вот тебя все оставили. А вот когда ты сам собой, когда в тебе просто тепло. Вот тепло просто жизни, радость или благодать. Знаете, вот что такое благодать? Вот благодать — это нечто, которое постоянно с некоторых пор у вас присутствует, коль вы по пути сознательной эволюции идете. Когда просто радость живой жизни, она и есть благодать. Тихая радость, она не шумная. И вот когда ты один, когда тебя никто не трогает и не теребит, это чувство особо так в тебе теплится. Вот теплится именно. Оно никуда не исчезает, оно не фонтанирует громко, не кричит о себе. Оно просто тихое такое чувство, но постоянное чувство. Оно никуда не девается, никуда не уходит. С некоторых пор. Вот. Смирение. Смирение я начала вырабатывать осенью. Она конкретно говорит осенью. То есть сначала там молчать училась, там ровности, а тут вот смирение с осени 18 года. Вот. Нашла, как читать молитву сдачи у матери в аудиозаписи 29-го года, в первой части. Эта молитва самоотдачи очень помогла мне в будущем. Вот она текст этой молитвы приводит, но я не буду его говорить. У каждого должна быть все-таки своя молитва. Если вы путем молитвы идете, вы подберите для себя, что вам тепло и что ваше, именно ваше. Потому что чужие молитвы читать как я не знаю. Она может хороша для оптинского статца какого-то там, или для какой-то женщины, обездоленной, обезмуженной, да? Разные бывают молитвы. А есть молитвы, которые ваши. Не молитва даже, а доверительный разговор с Господом. Я всегда говорю, вы сами себе подберите. Если вам нечего сказать Господу, то молчите, это великая вещь. В молчании как раз самая главная молитва-то. А мы просим, хотим. У нас же молитва-то в основном просительная. Но если уж просительная молитва, так, Господи, даруй мне спокойствие, дай мне сил, чтобы делом заниматься. А то дай здоровье, со здоровья все начинается. Вот как будто Господь вообще не ведает о том, каково ваше здоровье. Он не врач, не специалист, он УЗИ не делает. Наша душа знает, что с нашим организмом происходит. И она иногда выбирает крайние средства для того, чтобы пробудить нас от спячки. Крайние средства – болезнь или несчастный случай. Душа выбирает наша. Мы-то думаем, что это, как-то вот с неба на нас падает. Или какой-то там всемогущий Господь, которого не видно нигде, но Он везде и повсюду. Наше божественное присутствие ведет нас по жизни, духовной реализации. И Ему все известно, хорошо известно, без вашего прошения Ему. Что вам полезно, что вам вредно. Вы понимаете или не очень? Сложно вот это осознать. Я понимаю, осознать это сложно. Как так? Я же хозяин положения. Я могу пойти к врачу, я могу вовремя сделать там какие-то анализы, рентген. Если душа не решит вас еще оставить тут вполне здоровым, никуда вы не пойдете. Либо помрете, либо будете чахнуть. Ясно? А душа говорит, ну-ка сходи к врачу вовремя. И вовремя, иначе нормально. Некоторые говорят, на все твоя воля, Господи. Я, говорит, уверен. Я говорю, а может тебе к врачу сходить? Вот благодарят, когда к врачу посылаешь. Вот те, кто послушался, живы до сих пор. Те, кто не послушался, увы, их нет. Так бывает. Бдительность
Серьезная вещь, бдительность. Потихоньку начала вырабатываться бдительность. Пытаюсь смотреть на мир здесь и сейчас. То есть видеть мир таким, каков он есть. Без претензий, без полемик. И, в общем-то, видеть тогда, когда у тебя что-то, так сказать, пытается проявиться непотребное. Знаете? Непотребное что такое. Вы 9 или 9 в католичестве, я бы 10 добавил, и 8 в христианстве, по-моему, в православном грехов. Знаете все грехи? Наперечет не знаете? Ну, выучить пора бы уже. Чем мне надо заниматься? Анекдот. Слушайте, хороший анекдот, мне понравился. Приходит человек к священнику исповедоваться. Поисповедовался и говорит: можно вам, отец, задать вопрос? Ну, пожалуйста, задавайте. Вот вы, к Богу идете или уже пришли, долгое время вы с Богом, вот все ли заповеди вы соблюдаете? Вот у вас получается, вот у меня, говорит, пока еще нет. Человек-то говорит, вот это не так, то не так. Ну, священник говорит: ну нет, говорит, пока не все. А любопытный прихожанин говорит: а сколько заповедей вы вот из там 9 или 8 не соблюдаете? Ну, 2. А какие? Когда как. Блестящий анекдот. Это вот к святому отцу обращение. Так что я не буду пояснять, разберетесь в перерыве. В зависимости от ситуации, ребят. Мне понравился анекдот, хороший. Ну ладно. Бдительность стала получаться с начала этого года. И это меня радует, говорит она. То есть она непотребства свои замечает. Ну, прям на входе. Знаете, вот нам хочется, а раз влетело, не надо. Не надо, повремените. Ясно? Не потому что запрет стоит, а мы просто увидели это. И когда мы увидели, не потому что нельзя это, а мы это обличили, как бы сами себе покаялись. Знаете, вот ты увидел вот глупость какую-то в себе, говоришь, вот она во мне сидит, все. И постепенно, если это проявляется, часто в зависимости от ситуации, мы же в социуме живем, мы же не убегаем никуда, да, не прячемся, чтобы не грешить-то, вот все связи обрезаем, да, едим траву там какую-нибудь, вот несчастную, бедную, женщин и мужчин не видим, в общем-то, да, еще что, какие грехи еще у нас, их много, водку не пьем, да, а хочется, вот, еще какие-то, куда убежать-то есть, да, там спрятался, ничего нет, вроде бы ты святой, а внутри все равно все бурлит, правильно? Оно, то, что давится, оно выпирает со страшной силой, приходит еще сильнее это давить. На самом деле давить ничего не надо. Надо просто увидеть импульс, который, непотребный, нежелательный. Знаете, вот бывает злословить, там, еще какие-то есть вещи. Увидел, да, во мне сидит еще это зараза. Раз увидел, 2 увидел, год видел, 2 видел, на 3-й год все исчезло. Это не сразу, не за 2 раза это исчезает. Понимаете, вот так потихонечку ты, в общем-то, к правильному статусу своему духовному подходишь. Не спеша, потому что форсированно что-то делать, духовная реализация бесполезна. Это некоторые думают, такой там тренинг за неделю, я там буду духовным суперменом. Там надо что-то поделать, подышать или напротив не дышать, там еще что-то делать, ноги за уши заложить, попрыгать на животе, на брюшном прессе и потом святой. Так не бывает. Потому что духовная реализация, она начинается, а конца ей, наверное, нет. Потому что эта дорога-то в вечность идет, да? Да? А в конечной земной жизни хочется побыстрее, потому что знаешь, что скоро умрешь. И что толк? Все равно умрешь. Зачем вам реализация духовная, если помрешь? Ёлки-палки. Нафига? Психотерапия, что ли?
таблетку выпейте какую-нибудь. Сейчас много всяких этих самых чудотворцев. Сходите, попейте лекарство, пустырничек попейте, живите вот на такой вот умиротворенной волне. Все равно помрете. Какая разница? Надо смерть победить, ребят. До тех пор, пока она в нас сидит как некая проблема, и вы ее не решите, ваша жизнь всегда будет тусклой, бедной, ужасной. И вообще, я даже не хочу говорить, какой она будет. Победители. Революционерами духа вы должны стать. Такими, каким был Спаситель. Помните о Спасителе-то, да? Знаете, кто такой Спаситель? Он впервые в истории земного человечества озвучил ясно и внятно, что надо победить смерть. Он открыл эру сознательной эволюции. Он открыл эру стяжания Духа Святого Божьего. С его приходом на землю в каждой точке земного пространства открылась та сила, которая способна нас переформировать в направлении победы над смертью. Вот и все. Он революционер. Это как Ленин. Ясно? Маленькая модель российского государства. Государство, которое перестало бы существовать, не будь Ленина. Ленин просто спас Россию. Спас эволюционное поле, которое было засеяно Господом, со времен крещения Руси. Вот и все. Тело. Она говорит о теле. Над головою поток широкий, иногда чувствую, как покалывает макушка головы, даже пощипывает. В теле ощущаю входящие и нисходящие потоки. Само тело постоянно ноет и гудит, но хорошо ноет и гудит. Благостно. То есть как трансформатор. Приличный. Болит спина, ноги, руки. Хочется постоянно выпрямить тело, руки и ноги. Вот болеть спина обязана, ноги болеть обязаны, руки болеть обязаны, кости болеть обязаны. Радуйтесь, когда заболели руки, ноги и кости. Я не представляю, как это. Я вот в течение дня у меня не заболит там один сустав, другой, кость, там спина. Я даже не представляю, как вообще жить без этого. Я просто легко порхаю, это не болезнь. Я понимаю, что это некие точечные эти самые прицельные мишени вот той силы, которая пытается проявить нас в костной нашей структуре, вот ту квантовую структуру, в которую сознание наше должно в конечном счете переместиться. В самом плотном материальном нашем образовании это скелет, должна проявиться новая вот эта тонкая вибрационная квантовая структура. Она просто там заложена изначально. И поэтому туда энергия пробивается, она там поддерживает все, вообще все балансирует. У меня было одно удивительное переживание. Я хорошо знаю анатомию. По анатомии у меня была 5, я просто знал все кости по латыни. Там в височной кости там столько дырок, там, наверное, 20 или 25 названий по латыни в одной височной косточке. А в черепе там вообще ужас, сколько всяких вот этих штук, вот, которые надо было выучить. Я хорошо знал анатомию, сейчас даже могу вспомнить. Но вот однажды, лет эдак несколько, не знаю, тому назад, может давно, может 10, может 15. Я вдруг ночью просыпаюсь и чувствую себя скелетом. То есть каждая косточка в ощущениях – это я. Странное было переживание. Оно меня не пугало. Вообще меня ни одно переживание, которое я в себе имел на пути, оно меня не пугало, а радовало. Мне было просто интересно. Вот я скелет. То есть, видимо, был дан знак. Вот это твоя структура, твой скелет, ты все-таки врач, знаешь анатомию, вот она должна, наконец, родить нечто новое. Все наши вот эти мясные, эти самые наружности, это ерунда. Ведь не случайно, я серьезно говорю, мясные наружности, они же есть у нас. Вот. Так вот, не случайно ведь мощи святых праведников, то есть скелет, по сути, там же ничего нет, влаги нет, одни кости. Вот они благоухают, они излучают благодать, они генерируют благодать.
Это источник новой жизни, наш скелет все-таки. Поэтому ты его обязан чувствовать. То там побаливает, то здесь. Понимаете, это нормально. Радуйтесь, всегда радуйтесь. А вы нет, надо идти к врачу, схватились и пошли. Вы прыгаете, бегаете, занимаетесь гимнастикой, а вы какие-то лечебные позы принимаете. Я не говорю, кому не надо их принимать, некоторые пусть принимают, но вообще, чуть кольнуло, ой, кость болит, надо куда бежать? Сейчас масса всяких врачей, да, нога заболела, к флебологу или к травматологу, или еще к костоправу, и бегом. Ну, вообще ужас какой-то. Вся оставшаяся жизнь, обычно вторая половина жизни, у вас посвящена именно этим глупостям. О костях не заботьтесь, в костях все в порядке. Пищеварительный тракт, это самое, налаживайте. Ясно? Чувствую, больных много, так на меня смотрят, потом скажут, он такие глупости говорит. Ну, я говорю, что знаю, на собственном опыте. Чего не знаю, я не говорю никогда. То, что я не прошел сам, я никогда не говорю. У меня есть такая особенность, я с чужих слов ничего не говорю. Настроение бывает подавленное, мрачное, в груди все сдавлено, комок, сердце побаливает. Я начинаю переписывать текст. И тогда просто в молчании меня вливается как дождем энергия любви и наполняет меня все снизу доверху. Такой интересный момент. Садится переписывать, и поток пошел. Все мрачное состояние, то есть те перепады, та синусоида. Ведь мы с вами должны познать, слово познать, это значит прочувствовать на себе, и верхнюю полусферу истины, вот там, где светло, и нижнюю. Вот пока нижняя у нас не вычистится из того перегноя эволюционного, который в нас сидит, поскольку мы все-таки из животной клетки произошли, да? Мы же из животной клетки произошли. А? В воде жизнь зародилась, была животная клетка, не из растительной бактерии, а из животной клетки. И вот весь этот эволюционный перегной, все наше животное прошлое сидит в нашем организме. Сидит мрачное, там, гневное, не знаю, рычащее. Сидит или нет? Сидит, конечно. Вы же не святые. Вот. Так вот. Ведь вот все клеточки нашего организма, они прошли через животные виды и классы. Согласны или нет? Наш зародыши в человеческом все проявляется, начиная там, от рыбки, да, вернее, даже от лепестка, по сути, от растительной. Там 3 лепестка распускаются, из 3 лепестков наш организм вырастает. Это я как эмбриолог говорю. Не эмбриолог классической, а эмбриологию изучал. Вот. А потом вообще зародыш имеет форму всех животных организмов. Наше физическое тело прошло через все это. И поэтому не случайно люди, они же все-таки вышли из мира животных, имеется в виду наше физическое обличие. Каждый человек похож на какого-то зверька. Обязательно. Ну, в генетической памяти это есть. Понятно или нет? Да. У кошек там у них своя линия, у собак там своя, с небольшими отличиями. А люди очень отлично друг от друга по физиономии, потому что вся генетика животного мира, она выстрелила. И в каждом человеке определенная мордашка, любого, животного, какого хотите. Глядите в зеркало на себя и ставьте диагноз. Оно так. Именно в человечестве проявились все животные качества, внешние. А? Чего вы так смотрите? Открытие для вас, что ли? Ну, слушайте, внимайте. Есть травоядные животные, есть хищные животные. Вот поглядишь на политиков или вот там, там видно, какие животные, очень хорошо, можно сразу подписывать. Вот. Ну ладно, вы травоядные, я так понимаю. И еще она говорит, мое тело перестало болеть.
Осталось немного кожных высыпаний. Чувствую в теле легкость, не устаю. Вот кости, когда болят, и суставы, это не болезнь. Она говорит, тело перестало болеть, имеется в виду внутренние органы и все остальное. Вот то, что мясистое в нас и полужидкое. А вот то, что выдавливается, как кожные проявления или слизистых, или проявления там кашель, или какие-то кожные проявления, это то, что в организме выдавливается этой силой на поверхность. Через кожу и слизистую выходят наши физические и разного рода болезненные непотребства. Потому что эта сила выдавливает из физического тела вот то, что ему не угодно. Она, эта сила. Не лекарства, не врачи. Это сила. Она это делает блестяще совершенно. Умеет делать. Осознание. Все происходящее теперь осознаю спокойно. Отношусь сострадательно к людям, к родным своим, отношусь с пониманием. Человечество действительно живет в неведении. Или оно просто спит. А жизнь – это учебный процесс. То есть, по сути, мы в своем новом качестве учимся жить заново, говорит она. Совершенно справедливо. Видит все происходящее. Видит, что люди спят. Спят, поскольку захвачены, закручены вихрем материальных забот. Они бесконечны, эти материальные заботы. А вот когда ваша духовная составляющая на месте, то материальных забот нет. Материальное складывается, но просто как надо. Лишнего Господь не даст. Понятно, если вашей душе повредит. Если не вредит, не отбирает. Ясно? Или не очень? Что-то вы грустные такие. Я о таких смешных вещах говорю. Не о смешных, нет. Нет, но тут кто-то, кое-кто улыбается. Вы давно меня просто не слышали, поэтому, наверное, такие грустные. Но успокойтесь, успокойтесь. У вас все будет в порядке. Будет в порядке. Все зависит от вас. От вашего отношения к самим себе. К самим себе. Если вы себя слишком любите, в том смысле, что, ради Бога, но это самое, как я хочу, чтобы все было. Вот так никогда не будет. Понимаете? Если вы слишком чего-то хотите, что будет не так, как вы хотите, это обязательно. Поэтому давайте все-таки доверимся той силе, которой мы готовы открыться, если открываемся ей. И тогда ваша жизнь выстраивается совершенно удивительному, феноменальному сценарию, без всякой психотерапии. И каждый день полнится маленькими чудесами, обязательно. У нас позавчера было маленькое чудо. Вот позавчера мы по кругу Байкальской дороги ехали, прокатились немножко. И в 10 часов вечера должна освободиться была квартира, в которой мы должны были ночевать и приехали куда-то. А поезд должен прийти в 8 часов. Где-то нам надо было болтаться, пережидать. Поезд опаздывает ровно на час. И все. И нормально. Приехали в 9:15 и поехали к 10 куда надо. На час. В поезде нормально, в хорошей компании разговаривали, сидели, молчали. Знаете, вот маленькое чудо. Не болтались там где-то ждать до 10 часов. Ясно? Вот такое вот. Я могу миллион таких примеров привести. По разным поводам. Просто оно как-то складывается самым чудесным образом. Вот ты не хочешь. Нет у тебя желания, чтобы было так. Оно так, как надо. Хотите, верьте, хотите, нет. По любому поводу. То есть жизнь выстраивается по сценарию, который душа реализует. Душа, наша истинная сущность. Она этим занимается. И трудоустройством, благоустройством, и все остальное. И кормит вас, и поет. Ice cream. Beautiful. Beautiful коровка.
Окей? О. Это гражданин Чили или Эквадора. Ты Эквадор и Чили одинаково, да? Почти. Вот. Молодец. Вот по-русски ничего не понимает, а вот. Мы с ним в молчании друг друга понимаем. Вот. Так что все удивительным образом начинает складываться с некоторых пор, когда вы действительно абсолютно искренне в своем выборе пути и делаете то, что надо делать. А когда вы так половинчато, ах вот, ну чуть-чуть вот я доверяю, а немножко все-таки я не буду доверять, потому что я все-таки поумнее. Какой ты умный? Откуда у тебя ум-то? У тебя ум, он, в общем-то, и не интегральный. Ум всегда видит какие-то частные, отдельные проявления. Вы согласны или нет? Ум вот целиком ничего видеть не может. Он всегда видит фрагментарно все. Какой бы изощренный интеллектуальный ум не был, он всегда фрагментарен. А душа видит все сразу, все целиком. Естественным образом складывается твоя судьба, потому что интегральное видение позволяет не делать ложных ходов. Абсолютно. Их нет. Потому что без ума. Вот видите, ничем вас не заинтересуешь. Питание. Около 2 лет не ем мясо. Аппетит уменьшился. Чувство голода не ощущаю. Кушаю по необходимости. Но вес пока держится. И хорошо, пусть держится. Потому что если вы открыты потоку, если у вас идет процесс внутренней трансформации, то излишки энергии, которые на первых порах обязательно будут у вас поступать, они стравливаются или демпфируются жировыми прослойками. Обязательно. И до тех пор, пока не установится вот тот самый баланс естественный в организме, ваш вес будет держаться, чтобы организм не повредился. Это проверено. Я по себе знаю. И по многим наблюдениям. Так что не пугайтесь, если вес будет даже прибавляться. Некоторое время. Это нормально. Вот она на эту тему тоже высказалась. Не знаю, где я сейчас иду, на каком этапе. Молодец, и не надо об этом думать. Происходил ли у меня выход во всеобщее сознание, то есть в нирвану, состоялось рождение в духе. Энергия кундалини поднималась летом 4 раза, потом все утихло. Это все у нее состоялось. Все, так сказать, знаковые события у нее произошли. Тихо, мягко, без всякого, так сказать, без всякой помпезности, без того, чтобы она что-то сверяла там, где она находится, на каком этапе. Вообще все эти этапы, вот то, что мы как прописали, они существуют, эти этапы есть. Но степень проявления вот тех вещей, которые определяют этапы, у разных людей может быть разная. Где-то может быть что-то смазано, может естественным путем как-то это проходит, вы даже можете не заметить. У кого-то остро это происходит. То есть не обязательно у всех все происходит одинаково, по какому-то клише. Не обязательно. Это же не механический процесс. Надо понимать, это же не механик, это не штамповать духовных индивидов там, где-то на заводе. Под лекало. Молодец, она все пишет простым крайне языком, абсолютно откровенно, и мне понятно. Меня очень порадовала эта женщина. Красавица. В целом. О чувствах. Один раз по телевизору была передача о животных. Мы были в гостях у мамы мужа, детей у них нет. И показали крокодила. И вот у меня пошла к нему такая любовь. Крокодила. Я про лягушек спрашиваю, а любите ли вы лягушек? Если любовь к крокодилу со слезами, значит душа-то есть она. Представляете, вот крокодил, страшилище, ужасное, а к нему любовь. У вас к себе-то любви нет. К ближнему уже не говорю. А к крокодилу-то откуда она возьмется, если души нет? А? Откуда? Только от души любовь к крокодилу. Вы меня не очень понимаете.
Потому что мир животных, он под нами, мы его родители. Если мы дети Бога, как люди, то, что под нами царство природы, растительное царство или животное царство, это наши дети. И действительно боль, когда болеет животное, когда спиливают дерево, когда вот ты видишь вот все, что творится вокруг, эти вакханалии, что с природой делается, это страшные вещи, это больно вообще-то. И эту боль нельзя никак купировать, она есть, потому что это то, что под нами. А у вас только свои боли, физические и финансовые. Вот других болей у вас нифига нет. И души у вас, значит, нету. Ясно или нет? Чего притихли-то? А? Стыдно? Но я говорю уж как есть. Слушайте. Или не слушайте. Внимайте или не внимайте, но я должен сказать. Вот это критерии того, что душа-то у вас пробудилась, есть она. И вот как-то в Москве после урагана, был страшный ураган у нас, и у нас в моем Кузьминском парке, где я на велосипеде провожу много времени, в прогулках велосипедных, сижу там с книжкой, работаю, я поехал в первое утро после урагана, вот все деревья, все дорожки были просто завалены деревьями, как вот в тайге после какого-то бурелома. Я приехал на ту поляну, где я обычно останавливаюсь, там было 2 березы, старые березы, они, в общем-то, были выворочены с корнями. Я их сфотографировал. Что-то полез за фотоаппаратом, мне было больно, но я почему-то решил сфотографировать. Не знаю, опять-таки душа мне показала. И вижу, что над этим местом вот такие матовые 2 клубка. Там вот 2 дерева и 2 клубка, вот круглые, такие матовые. Я с другой стороны зашел. Был пасмурный день, ни солнца не было, может освещение. С другой стороны снял то же самое. И вот спустя 3 недели только я снимал практически каждый день. Спустя 3 недели они вот стали исчезать и просто исчезли. Обычным цифровым фотоаппаратом я снимал. Исчезли эти 2 таких матовых размытых круга. То есть душа отделилась, наверное, дерево. А я почему-то взялся за фотоаппарат. Не знаю почему, мне было как-то больно, но думаю, снимать-то нехорошо даже вот то, что... Ну, я взял, видимо, для того, чтобы было показано, что у них тоже что-то есть все-таки. Живое, уходящее. Как говорят, 9 дней еще человек вокруг своего тела-то здесь после смерти тела крутится, да, вокруг своего обиталища. Дом-то кончился, нету дома, а вроде бы вот то, что еще остается в посмертии, вьется вокруг. Через 9 дней там куда-то уходит, да? Я вот эти ощущения присутствия развоплощенных людей, тех, которые лишились своего тела, испытывал неоднократно на месте массовой гибели людей в авиационных происшествиях. Когда я там бывал, я работал с этим материалом, мягко говоря, биологическим материалом. Вот. И ощущал постоянно, как дуновение вот ветра через меня проходящее или прикосновение вот с мурашками даже с такими вот, что кто-то вот тебя там теребит, и вот здесь вот мой дом вот разрушено, там требуют чего-то от тебя. Вот эти ощущения развоплощенных сущностей, которые в одночасье потеряли все. Ведь когда человек умирает естественным образом, это нормальное природой предусмотренное явление. Не случайно животные уходят умирать в уединение, они прячутся, они хотят уйти из дома и умирать отдельно. Я просто по своей собаке знаю и по кошкам. Вот так вот бывало. Собака у меня еле ходила, я вышел с ней на улицу, и она стремилась убежать. Я понимаю, что она умирает, но я ее, естественно, домой взял. Но они в уединении. А мы вот люди, когда уж человеку суждено умереть, знаете, по возрасту, по болезни. Нет, мы его реанимируем, колем. Нахрена? Дайте нормально
отделиться вот тем телам, которые в нас присутствуют, и душе уйти. Я понимаю, если в реанимации молодой человек попал в катастрофу, что-то такое, да, ясно, значит, душа еще, если сочтет нужным, что он должен жить, то там мероприятие требуется. Но когда человек просто уходит, уже должен уйти. По возрасту, по болезни, ну не мешайте умирать-то. Природой хорошо этот механизм предусмотрен, мы его нарушаем. А вот когда несчастные случаи, вот эта катастрофа, массовая гибель, как мухобойкой вот людей в одночасье пристукнули, вот эти развоплощенные личности-то, они чувствуют себя неуютно. Некоторые говорят, хорошо бы умереть в одночасье во сне, вот так, в одно мгновение, это плохо. Умирать надо естественно, как предусмотрено природой. Ясно? Выделяются в мозгу специальные вещества наркотические, которые уход ваш прикрывают. То есть сам процесс умирания предусмотрен хорошо природой. И вот животные, когда умирают, они, честно говоря, не страдают. Мы страдаем, глядя на них, я просто это заметил, а они нет, они просто спят. Спят долго, спят, и вот идет уход естественной, предусмотренной природой. Я говорю о грустных вещах, но тем не менее мы должны знать о себе все. Понимаете? Это надо знать. Так что с крокодилом понятно? Специально же полюбить нельзя крокодила. Но если вы захотите сегодня прийти домой, возьмете фотографию крокодила и будете пытаться его полюбить. Не получится, нет? Вообще не получится никого полюбить специально, понятно, наверное? Много интересных вещей в нас заложено, естественных вещей. Но наше эго огромное, отвратительное, гадкое, вот оно не дает нам познать вообще радость просто жизни. Просто существование. Вот в каждое мгновение ты ощущаешь эту радость. Без всяких наркотиков, без психотерапии, без каких-то удовольствий, которые раньше, может быть, вам доставляли, ну, радость, как вам казалось, но потом все удовольствия приедают, сами понимаете, наверное, да? Ибо за них приходится расплачиваться. Обязательно. Если маятник нашей витальной жизни качнулся в сторону удовольствия или любви, ну так вот бывает, то обязательно, чтобы сбалансировалось наше внутреннее существо, он должен в обратную сторону качнуться. Как расплата за любовь и за удовольствие. Обязательно, это закон. Закон витальной жизни. Это факт. Если вы еще на себе это не протестировали, ну, попробуйте, посмотрите. Оно так, по-другому просто не бывает. Это в природе заложено. А вот когда эмоциональная сфера спокойна, маятник не болтается, и ум помалкивает, вот тогда благодать, извечная благодать, которая вот непонятно откуда берется, она постоянно у вас присутствует. Вот и все. Вы же хотели радости, постоянной, чтобы вы были в таком состоянии радости. Радость не громкая, не шумная, но тихая. Это и есть благодать, то, что называется в христианстве благодатью. Вот так вот. Понимаю, в заключении письма она говорит, что человек не осознает, что делает и как живет. То есть Иисус говорил, если помните, не ведают, что творят люди. Вот живут, а для чего живут, почему живут. То есть не ведают, что творят. Бессмыслица человеческого существования, если мы, не получив правильное духовное просвещение, не займемся делом. Оно бессмысленно. Вот дайте мне хоть какой-то другой смысл. Ну, для чего мы живем? Ну, альтернативно, пожалуйста. Я даже спорить не буду. Вы скажите, что, по вашему разумению, целью нашего существования является. Ну, детей вы наплодили, ну и что? Вас не будет, и они вас забудут, и вообще просто кто вы были, если вы, тем более, не оставили им там ничего. Если оставили, еще вспомнят. Вот дед покойник там оставил чего-то. Вот. А если не оставил, то вот хрен старый, зажал все.
Так или не так? То мы думаем, дети нас будут чтить, внуки нас будут любить. Никому вы не нужны, кроме мамы. А мамы уже нет, оказывается, зачастую. Вот и все. Кроме Господа Бога надо помнить. Кроме мамы еще есть Господь Бог. Ясно? Папа. Или мама, как хотите. Он есть. Вот ему мы еще нужны. Но пока мы спим, ну, вы как же спящих-то, он пытается нас разбудить, он не дает нам покоя, а мы думаем, ой, как все это плохо, как ужасно, мы будем похитрее, мы, в общем-то, устроим себе хорошую жизнь. Да никогда вы ее не устроите, до тех пор, пока не займетесь делом. Никогда. Ни семейную, ни эту самую материальную. Не будет у вас хорошей жизни никогда. Беда у вас будет до тех пор, пока вы не займетесь делом, пока вы действительно не осознаете, ради чего вы сюда пришли. Вот и все. Ну, люди с этим свыклись, смирились, счастливы вроде бы. Ну, Коль, ну так мир устроен, знаете, вот разводят руками и говорят. Я так бы не смог жить, потому что я не видел смысла в своей жизни, имея в советское время интересную работу, замечательную семью, замечательных детей. Писал стихи 10 лет. Вот сейчас книжечка эта издалась. Ну, в общем-то, это вот то, что, в общем-то, во мне было в течение 10 лет, вот поиск того, чего я никак не мог найти. Там вообще это ужас полный, если кто эту книжку в руках держал. Вот. Но это моя прошлая жизнь, чужая прошлая жизнь. Все было в порядке, но только вот одного не было, вот малости самой. Для чего я живу? Вот ответ на этот вопрос я не получил. И все. А так все было в порядке. Все в порядке было. Ну, за малостью. Ну, для чего я живу-то? Вот когда я получил ответ на этот вопрос, книга мне попалась в руки. Шри Рабиндры «Путешествие сознания», книга Сатпрема, я нашел ответ. И знал, что мне делать. Все, вся жизнь перевернулась. То есть смысл обрела. А так это бессмысленно, все бессмысленно, вообще все. Для меня было, во всяком случае, не знаю, как для вас. И в конце я хотел поблагодарить вас, Александр Васильевич, за вашу смелость, за то, что вы своим примером показываете людям, как надо идти по пути сознательной духовной эволюции и не останавливаться при трудностях на пути. Вот письмо, замечательное письмо. Простым языком написано. Один раз я ее видел, но уже видел, когда в нем практически все произошло. Работала на расстоянии, не надо ей было никаких пинков давать. Знаете, вот как некоторые говорят, Александр Васильевич, дайте мне пинка. Если бы я давал всем пинки, то мне надо было футбольные бутсы еще старого поколения, вот с шипами, с хорошими, вот, не сегодняшние. Поэтому пинки вы должны давать сами себе. Понятно? Научиться пора бы, когда вы прозябаете. Когда вы занимаетесь не делом, когда вы бездельничаете на духовном поприще. Коль вы выбрали что-то, если вы здесь собрались, наверное, не просто так посидеть, да? Кто-то второй раз пришел, кто-то третий, кто-то первый. Но не просто так, наверное, есть какая-то тяга к чему-то. Значит, что-то вас, то, что было или предшествовало, не удовлетворило, да? Не получили вы ответа на вопрос, не получили, ну, как вам хотелось того, вы не знаете чего, но чтобы оно вас удовлетворило. Вот ищу то, не знаю чего, да? Принеси то, как есть эта пословица-то. Не знаю что, да? Пойду туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Вот, наверное, люди, которые в поиске все-таки, вот они вот в таком же смятении находятся. Ответ есть на все вопросы, пожалуйста, он есть. Так, другое письмо. Что-то я долго одно письмо читал, почти час. Лучший комментарий, лучшие комментарии? Этого письма, да? Ну ладно. Потому что я эти письма неоднократно читаю, вот в разных городах, комментарии совершенно разные. Если я еще вам прокомментирую, ой, там страшная вещь будет. Ну ладно.
А это письмо от человека, который страдает тяжелейшим аутоиммунным заболеванием. То есть начинается даже не письмо, просто факт. Человек страдает тяжелым аутоиммунным заболеванием. Тяжелейшим аутоиммунным заболеванием. Это, то самое заболевание, когда, начиная с пальцев ног и кончая, наверное, глазодвигательными мышцами, человек парализуется в восходящем порядке. Все обездвиживается. Это тяжелейшее аутоиммунное заболевание. Вот. Боковой амиотрофический склероз, известный как болезнь, это моторных нейронов, то, что заведует двигательными функциями организма в восходящем порядке. Человеку 40 с небольшим лет, по-моему, ему. Он прошел Чеченскую войну, клинический психолог, преподаватель. Но, увы, вот в таком, 2 детей у него, увы, оказался в таком положении. А? 4 детей. 4 детей. Вот он прикован к постели абсолютно. Он говорить не может. То есть сейчас есть вот эти компьютеры, где он зрительно вот глазами еще набирает вот буквы, смотрит и там составляет тексты. Нас с ним, условно говоря, он живет в Ессентуках, по-моему, в Железнодорожске или в Ессентуках, на Северном Кавказе. Вот. Его товарищ по армии, он как бы его с нами познакомил, он как бы посредник оказался, вот озвучивал то, что он хочет, мы сказали, то считаем нужно, чтобы ему передать. В общем, сложная система, но тем не менее он понял, что надо делать. Я ему ответил, этому человеку, что, по моему мнению, в его ситуации нужно делать. Его ситуация такая, что только идти по пути. Другого варианта у человека нет, просто нет. Вот его приземлили, посадили на мель и все. Вот мой ответ. Данный рецепт, данные рекомендации будут звучать, возможно, непривычно, но, по моему мнению, другого варианта у тебя просто нет. Первое. Это сложно. Смириться и благодарить за все Господа. Ибо ничего случайного в жизни отдельного человека не бывает. Это надо понять. Это надо осознать. Это сложно. Обычно несправедливость, случайность, там, борьба с болезнью. Но с этой болезнью бесполезно бороться, все средства были использованы. Это вот крайняя форма, я называю кармической педагогики, когда душа выбирает для волевых людей, для сильных людей, знаете, которые на себя полагаются. Вот такой вариант. Смерти-то нет, вы же знаете. Или верите, во всяком случае, в это. Так что в этой жизни вот такой вариант душа выбрала ему, для того, чтобы ее пробудить. Понимаете? Или не очень? А то у нас что-то заболело, ой, вот конец света. Вот у него действительно конец света с человеческой точки зрения. Знаете, вот, куда уж дальше-то? Второе. Не иметь целью победить болезнь. Я ему говорю, не иметь целью победить болезнь, ибо это корыстная цель. Целью должно быть или стремление воссоединиться с Господом, вернуться домой. Победить болезнь. У нас таких все, у нас каждый первый больной сейчас. Не каждый второй, каждый первый. И победить болезнь. Сейчас встану на путь, там зубная боль пройдет, там зубы вырастут, не надо вставлять там или еще что-то. Понимаете, вот все вот по мелочевке по какой-то. А тут не имеет целью победить болезнь, а цель, у нас цели-то вообще нет. Есть стремление, должно быть стремление воссоединиться с Господом. Другого-то быть не должно.
Ушли из дома, потерялись, спим, блуждаем, вернуться надо домой. Все. Что понятнее-то? По-моему, самое понятное. От дома-то ушли. Поэтому непрекаянно и носимся по миру, где-то там путешествуем. Дома не найдете нигде, дом вот здесь. Паломничество надо внутрь души совершать. А кто может туда отправиться? Только та сила, которой вы откроете, замолчав и утихомирив эмоции. Больше вас туда никто не пустит и не приведет. Третье. Молчащий ум. Полное молчание ума. Останавливать ум, чтобы установить связь с божественной силой. Это рекомендация. Все, другого у него варианта просто нет. Вот сейчас вот увидите, дальше интересный будет момент. Единственная позиция или способ или метод на все воля Твоя, Господи. И тотальное молчание ума в любое свободное мгновение. Открывается тогда сила, способная творить чудеса, что невозможно человеку, возможно Господу. Вот такое письмо. И в конце я приписал: не беспокойся о других. Он все пытается найти противоядие против болезни, чтобы помочь другим. Я говорю: не беспокойся о других. Это не твое дело. Ну, эго-то оно всегда беспокоится. Хочет спасти ближнего, там, человека спасти, человек, попавшего в беду. Вот займись собой. Ты сам не спасся. Кого ты будешь спасать? Какими средствами? Негодными? Ты же займись делом, реши свою проблему. Вот такая была приписка. Спустя какое время позвонил его товарищ? Месяц через 2. А? Или через месяц, или через Через 2. месяц, через 1,5. Позвонил его товарищ. У него задвигались нейроны, которые погибли, у него стали мышцы, он стал чувствовать вибрации, дергаться мышцы стали. Это не значит, что он пробудится и будет все в порядке. Но те моторные нейроны, которые, в общем-то, должны умереть окончательно, они откликнулись на силу. То есть он почувствовал тело, он почувствовал движение в мышцах. Это вообще удивительная вещь. Это не значит, что произойдет чудо, он встанет и побежит. Я не об этом говорю. Что энергия достигла вот тех самых глубин, вот, что эти моторные нейроны, умершие, которые, просто, их надо было похоронить, и они мертвы. Они как-то отреагировали, двигательные нейроны. Видите, вот эту вещь удивительная. Его товарищ позвонил и сказал, что он, все тело у него гудит, что у него полный гул и вот эта вибрация в каждой клеточке. Значит, сила-то есть. Вот этот случай, он еще раз являет собой действие, чудо вот той силы, которая на самом деле способна творить чудеса. А мы все так чешем в затылок. А может, да, может, нет, там, это, может, нет, а может, да. Вот оно, а? Телевизор перестал смотреть. Что? Телевизор он перестал. Перестал смотреть телевизор, а так он просто туда вот впивался и смотрел. А делать больше нечего. Он занялся делом, и все зашевелилось. Не по его воле, а сами эти клеточки начали реагировать. То есть тело начало реагировать. Не он там волевым импульсом это делает. Вот это чудо. Чудо, что он принял это вообще. Да, чудо, что человек это принял. Да, он стал это делать. Решился на это. Но душа-то есть, поэтому она его оберегала как-то. Так что пока связь с миром, с внешним сохраняется, он может как-то... Он слышит и видит. Слышит и видит, но говорить не может, и руки не работают. Письмо он нам сам первый написал. Но он написал чем? Глазами написал. Да, по электронной почте письмо. Да, но он глазами написал, вот набрал глазами по электронной почте, первое письмо к нам пришло. Вот такой вариант. На социум перестал реагировать. А? На социум перестал болезненно реагировать. Но ты разговаривала с ним, я же с этим вставай. Жена там его третировала, увела детей, а он перестал, он теперь ровно, спокойно к этому относится. То есть ровность вырабатывается. Потому что Маша с ним разговаривала, с этим человеком, вот она мне передает. Хорошо. Я-то извлек вот самое главное, что моторные нейроны задвигались. Это вообще чудо.
Вот так вот. А он помогал людям, то есть он, как клинический психолог, он помогал, вот это из его письма, освобождение от зависимости алкогольной, от наркомании, от игромании, от компьютерных всяких вещей. То есть он помогал людям, ну, когда был здоров, спасал человечество. И сейчас хотел тоже этим людям, таким же своим заболеванием, помогать. Но я уже сказал об этом. Нет. Я говорю категорически, ни с кем не общайся, никому не помогай. Ну, может быть, о пути сказать он может как-то, это другой вопрос. Но помогать вот негодными средствами, там попробуй мочу молодого поросенка или какие-то там специальные лекарства, это не надо. Понимаете? Надо глобальную помощь так, от Господа Бога получить, а остальное ерунда. Все это мертвому припарке.